еще. Да, свеженько, однако. Но еще не трагично. В общем, сегодня утром рано проснулся. Было +1. До рассвета где-то, наверное, пол-седьмого. Так уже забрежило, но солнце еще не встало. Было +1. И сейчас, наверное, градусов, не знаю, 5 может быть, может больше. 8 октября. Из 5 11. Вон, видите, какого красавца изобразили. Жильцы вот этого дома, которые рядышком с торца, они счастливы. Сейчас им будет не скучно вечерами. У меня такое желание вернуться домой, подштанники одеть. Что-то реально ветер ледяной такой. Даже руки подмерзают. Нифига себе. Смотришь из окошка, кажется тепло. А так да, прохладненько. Вот сейчас я еду, и ветер мне прям в спину дует. Какой-то западный. Не такой холодный, как северный. Специально поехал маленько для разнообразия. Еду позаниматься немножко на Дом молодежи. И поеду вокруг чуть-чуть. Чутка вокруг. Мне нравится в эти часы кататься, никого нет на улицах. А вечером, конечно, вот где-то начиная с 5 такая толкотня начинается. Поснимаю немного золотую осень. Хорошо, у меня шапчонка всегда с собой в рюкзаке. Вот без нее было бы вообще печально. Точно бы вернулся домой. А так достал с рюкзака, одел и хорошо. Надо мне заднее колесо подкачать. Нифига не держит эта шина. Нет у них шин сейчас нормальных. Они больше 3,5 не держат бар. А мне нравится, когда хорошо подкачано. Не могу на полуспущенных. Смотрите, какое заведение изобразили. Цветы здесь были. Сейчас не знаю, что будет. Ну да, цветы и остались. Наверное, они просто расширились. Утеплились. Комсомольский автопром.
Страшно представить, я помню года, когда 8 октября снег выпадал, уже утром встаешь, снег такой. Ну, конечно, он потом таял, в октябре всегда тает, но тем не менее. Эта перспектива в противоположную сторону мне нравится больше. Часто смотрю в эту сторону, рассматриваю вокзал и даже вижу время на часах. А вы говорите, почему город такой чистый? Видите как? Чистый город. Сегодня что-то синоптики рисовали дождь. Где-то там после обеда к вечеру. А завтра, послезавтра опять солнечно. Ну, посмотрим, может и сегодня обойдется. Стоят петуньи, как рубль при Геращенко. Какая лепота. Осенняя. Колесико заднее подкачал, сразу комфортнее стало. Ну хватает на 2 недели, 2 недели. Нифига не держат эти шины у них. Плюс 7 на Политене. 11:08. Вот этот рынок здесь, он вообще так узенько. Наташка. Ставят еще эти рыночные столики. Да, все, буду перчатки одевать. С ветром, да, руки подмерзают. Без ветра может быть и нормально еще. Самое приятное время, но я в это время редко катаюсь. Я с утра обычно дела, языками занимаюсь. На ютубе посидеть и прочее. Невероятно, вот сегодня 8, 10 дней назад я еще купался. Купался, правда не здесь, на Шамаре. Спасибо всем, кто благодарит. Рите спасибо. И остальным. Красивое имя Рита. Рита, Маргарита. Вообще вот эти имена женские в Герре присутствуют. Марина, Рита. Они мои любимые. Они, во-первых, редкие, а во-вторых, красивые.
Здесь поширше немного, поширее, чем там. Вот эта алкашка здесь была много лет, еще в советское время, 40-й магазин. Сейчас City Jeans. Видите, как все меняется, как все зыбко, не постоянно, не навсегда. Сейчас покажу вам вечно зеленый тополь, как это светофор. 8 октября держит марку. Ни одного листика не уронил. Как вам такое произведение изобразительного искусства? Это про него надо была песня, а нам все равно. Что этот осыпался, дружище, а береза желтая стоит. Но вот ветра нет, и мне уже жарковато, припекает мою толстовочку. Бывшая оптика. Такой советский, поздний советский конструктивизм. Ой, нифига, там кирпич красный. Я думал, просто тупо плиты положили. Не, он кирпич красный, красная кладка кирпичная. Да. Тот редкий случай, единственный, наверное, когда сперва в Самбере, а потом
на Амур, потому что в объезд поехал. Сегодня особо ничего не покупал, взял виноград, дамские пальчики, лен взял, семена и корица у меня закончилась. Вот такие пальчики огромные. Пальчища. Сладкий, хороший виноград. Мой любимый сорт. Обалденный. Новые машины, что ли, подогнали? Или это старые на обслуживание? Ну, нифига себе, кустики подросли, как на Кирова. Скоро выше меня будут. Ветерок такой нешуточный дует. Юго-западный. Прям в лицо. Ровно 12 часов натикало. Покашлялся по Самбере. Какая-то машина сейчас была, вот черная, заметили, нет, большая. Написано RAM. Ну, по-английски не буду переводить. Странное такое название у марки. RAM. Наверное, какая-то дорогая, редкая машина, не знаю. Модель редкая. Не пойму, почему ветер такой ледяной, вроде южный. Может, где-то снег выпал недалеко. Обычно, когда снег идет, ну, солнечно сперва ложится, потом у нас. И вот такой дубак всегда. Он южный, но он ледяной прям. Очень странно. Что-то с севера тянет. А обычно, как говорят, если тучи идут против ветра, значит погода испортится, тем более с севера. То есть дует с юга, а тучи тянет с севера позади меня. Не, в объезд далеко, больше не поеду так, что-то мне уже надоело так ездить. Буду сразу на Амур ездить. Пока ездил, погода испортилась. Рабочий полдень, начало первого.
Раньше здесь автобусы стояли. Сейчас там на Амуре собираются, наверное, не знаю. Ну да, вот набережная, хладокомбинат. А раньше 20-ка здесь стояла. Но это было давно, еще при СССР. Здесь тоже раньше рынок был при СССР. А это проходная аллея Труда до завода прям. Короче, немного позанимаюсь, а надо валить домой, что-то холодно. Я очень не люблю, когда холодно. О, нифига как приголубили. Видите, как украсили ПЕТ. Раньше говорили, ума нет, иди в ПЕТ, а сейчас это круто, наверное. Видите, красиво стало. Ну как говорили, шутили, наверное, так. Раньше остановка напротив была, выходишь с педа, а сейчас видите, куда ее отнесли. Ну, давно уже тоже. Я уже несколько лет как закончил. Или окончил. Орджоникидзе. Сергей Иванович, по-моему, да, или как его звали? Да. Ну, как раз город строился, а он ушел из жизни когда? В 36-м, 37-м. Вот, увековечился в Комсомольске. Поеду там, проеду. По Пионерской, да? Скоро настанут дни, когда будешь радоваться дождю, лишь бы снега не было. Вот здесь пила еще не добралась до этих деревьев.
А, ну уже облизнулась, видите. Прошлась чуть-чуть, но не полностью. Задорная пила. Или как этот сериал был, помните, фильм ужасов? Пила 1, пила 2, пила 3. В 90-е все смотрели эти фильмы. Вот это красивая, приятная улочка для жизни и для мечты. Сталинские ворота еще сохранились даже. Как все было общее, да? Все колхозное, все мое, ну каменные ограды ставили, чтобы рабочий класс не шлялся по дворам, где товарищи отдыхали, руководители. Это ж не работягам давали эти первые дома, я так думаю. Были те, кто из равных, но чуть-чуть равнее. Все равны, но есть те, кто немножко равнее. Вот они, наверное, жили в Сталинках. Работягам строили эти деревяшки. Это мои предположения. Пишите, что думаете. Потом уже товарищ Хрущев вот этими вот хрущевками обеспечил рабочий класс. И так они в деревяшках жили. Строители коммунизма. Здесь вот пила не гуляла. И видите, сколько листвы. Сколько пало листвы, как классно. Только лопухи торчат. Как грибы. Такой неплохой район для жизни и мечты. Прямо у Амура. Свежий воздух. Есть где выпить, где закусить. Вон Дока пицца. Я не помню, эти столбики, колышки были здесь, нет, и с какой целью вообще? Что, машины не ездили, что ли? Или рогатый скот не ходил? Короче, проник на огражденную территорию. Зацепился. Оградили, значит, есть хозяин. Видите, сразу порядок навел. Не просто же так огораживают. Убираться отсюда с вами. Шлагбаум, чтобы никто не попал сюда. Но пройти можно вон там. Вон.
Яблочки насыпались. Поспели уже, мягкие. Значит, все-таки морозец был.